Доброго всем! Меня зовут Марина Диденко. Я ваш проводник в мире успешной адаптации в США. Сегодня в фокусе работа, бизнес и возможности для новых иммигрантов. Сколько может зарабатывать, какие профессии популярны и как начать собственное дело с минимальным риском. Погружаемся в детали. Первое. Начнем с общей информации. Сколько может зарабатывать иммигрант в Америке сразу по приезду? Зарплата, на которую вы можете рассчитывать, только что приехавшие люди, имеют приблизительно 3 ступени. Если, конечно, мы не ведем беседу о предпринимателях, которые привезли с собой где-то там $1 миллион для открытия крупного бизнеса, который сразу бы им позволил получить и грин-карту. Итак, первая ступень. Если вы не владеете английским языком, то заработки ваши будут варьироваться приблизительно от $11 до $17 в час. Вторая, если вы свободно говорите на английском языке, то со старта можете устроиться на хорошую должность, полагающую заработки от $18 до 22 в час, плюс бенефиты от работодателя. И третье, если вы получили местное образование, то выплаты вам составят от $23 и дальше уже до бесконечности. Два слова о том, что такое бенефиты от работодателя. Это и медицинская страховка, которая дешевле, чем если бы вы самостоятельно приобретали ее на маркетплейсе. Это и отпуска, и больничные, которые в зависимости от вида компании могут гарантировать вам от 1 недели отпуска в год, которую вы, собственно, можете заработать только после 12 месяцев, проработав в данной компании. Следующую неделю отпуска вы будете иметь еще через 3-5 лет, и еще где-то одну через лет 10. Но если вы решите сменить компанию, то все сгорает и начинай сначала. Напомню, что указанные заработки зависят от штата. Там, где сама по себе жизнь дороже, соответственно, и зарплата будет выше. Ну и наоборот. Что нужно сделать, чтобы начать работать? Для украинцев, приехавших по ЮФАЮ, достаточно иметь Social Security номер и того, что вы подали на разрешение на работу. Согласно закону штатов, вы имеете право работать без разрешения на EAD до 90 дней, то есть до того, как вы получите Work Permit. Это значит, что где-то через 2 недели от вашей подачи на соцномер вы уже сможете начать работать, потому что ровно столько потребуется, чтобы он к вам приехал. Кстати, обратите внимание на это видео. Здесь указаны 4 основные документа, которые будут у вас требоваться абсолютно везде. И также вы здесь можете посмотреть, как правильно заполнить, чтобы получить их в кратчайшие сроки. Важно понимать, что та зарплата, что вам начисляется, будет где-то на 30% меньше от той, что вы в итоге получите на руки. Поэтому большая к вам просьба учитывать этот момент при поиске съемного жилья и при подсчете вашего семейного бюджета. Главные ошибки наших людей при поиске работы здесь, в Штатах. Думать, что я приеду и стану сразу зарабатывать больше американцев. Самая первая ошибка. А вот вторая, что вы сразу найдете себе работу по приезду. Рассчитывайте, что это может занять несколько месяцев. Поэтому не тратьте время. Работайте над поиском максимально активно, иначе вскоре будет не за что кушать и снимать квартиру. И совет, который я даю своим клиентам здесь по их прибытию. Если вы отправляете резюме, то вы точно такой же некто, как и 250 других заявок. Мини-план к действию. Первое. Потрудитесь посмотреть компании, в которых вы хотели бы работать, и разошлите резюме в каждую из них, учитывая при этом ценности и требования именно этой компании. Да, на это уйдет, конечно, много времени, но поверьте, вы рады будете, когда это сработает. Второе. Распечатайте резюме и лично привезите в эту компанию. Так американцы видят, что вы действительно заинтересованы в данной работе, начинают относиться к вам уже как к индивидууму, и вы попадаете в десятку лучших, как бы это странно ни звучало, обходя даже более опытных людей, просто потому что вы проявляете инициативу. И третье. Потом надоедайте им звонками и имейлами, тем самым держа их в постоянном напряжении и напоминая о себе. Опять-таки, это даст им понять, что вы действительно хотите работать именно в их компании, что сделает вас максимально желанным для них.
Несколько слов о специалистах и каковы их шансы на рынке труда Америки. Для начала скажу, что работать по специальности здесь сразу по приезду вы не сможете. Вам потребуется получить уже местное образование, даже несмотря на то, что оно у вас было в вашей стране. Американцы боятся доверять обучению других стран, и поэтому перестраховываются со своей стороны. А кроме того, такие категории, как, например, юристы, просто не смогут применить свои знания здесь ввиду отличий в рынке и местных законов. Из хорошего можно сделать зачисление кредитов обучения, то есть часть предметов, что вы проходили у себя в стране, будут учтены и сократят срок вашего обучения в США. Топ-5 самых распространенных профессий для женщин по приезду в США. Уборщица от 15 до 40 долларов в час. Опыта не требуется. Из недостатков работа с химией, нестабильный график и, соответственно, нестабильные заработки. Знание языка, в принципе, не требуется. Второе – это няня, которая может зарабатывать от 15 долларов до 22 долларов в час. Из требований могут быть знания языка на начальном уровне и выше, сертификат об умении оказывать первую медицинскую помощь. Третье – это сиделка по уходу за больными и пожилыми. Здесь можно заработать от 17 до 40 долларов в час. Но в обязанности может входить не просто находиться в одной комнате, а полный спектр услуг. Например, купать, кормить, выгуливать и так далее. Знание языка, соответственно, от 0 и выше, в зависимости от уровня зарплаты и требований. Далее идут работники магазинов от 13 долларов до 17, кажется, это номер 4, раскладка товара на полочках и прочее, с минимальным знанием языка. Посудомойщики от 11 до 15 долларов. Здесь могут потребовать пройти медкомиссию и тест на наркотики. Знание языка не требуется. Топ-5 профессий самых распространенных для мужчин по приезду в Штаты. Таксист от 15 до 17 долларов в час. Можно без английского, все будет, в принципе, у вас в приложении. Откуда ехать и куда. Общение в услугу доставки не входит. Строительство где-то 25 долларов в час, но может, конечно, быть и выше, например, 30 и 40. Получать возможно их, если вы входите в союз строителей, что отдельная категория. Доставщик от 13 до 17 долларов, особых требований никаких не предъявляется. Грузчик от 17 до 20. А вот инсталлятор солнечных панелей предоставит возможность заработать 20+. Но при этом должно быть минимальное знание английского языка, и, скорее всего, вас попросят пройти обучение в этой компании, но за ее счет, что уже хорошо. Для тех, кто желает открыть собственный бизнес с нуля, не имея ничего в кармане, мы сотрудничаем с несколькими организациями, которые помогают не только понять, как устроен местный рынок, но и обязывают пройти обучение по построению бюджета в этой стране, формированию кредитной истории. Они подсказывают полезные контакты, места поиска инвесторов, партнеров и предоставляют все возможные ресурсы и даже займы на открытие и развитие вашего бизнеса. Главное, бесплатно. Их контакты будут указаны под этим видео. Ценным будет понимание, что через эти организации процент будет ниже, чем в банке, без всяческих фи и дополнительных затрат. Работать вы будете с персональным коучем, лично заинтересованным в вашем успехе. Все требования вроде как 5 лет пребывания в стране или что необходимо иметь высокий кредит-скор и так далее отсутствуют. А получить сможете от 1000 долларов до 20 000. Но важно, для получения займа у вас или хотя бы у кого-то из вашей семьи должен быть стабильный доход. Несмотря на то, что они делают все возможное для того, чтобы ваш бизнес процветал, все равно всегда может что-то пойти не так. И они не хотят в равной доле как самим потерять собственные средства, так и вам попасть в долговые ямы и испортить себе кредитную историю. Обо всем об этом надеюсь рассказать вам в отдельном видео. На этом все. Пусть ваша американская мечта сбудется.